Скажите, что вы в Одессе делали 2 мая? Я ничего не делал, был на улице. На Ольгиевской? Но у вас в обвинении было, что вы 2 мая стреляли в 2 стороны. То есть вы были на Греческой 2 мая, скажите? Нет. Вообще физически вас там не было, да? Да. А зачем СБУ это сфабриковало? СБУ вам, по-моему, лекарства покупали, если я не ошибаюсь. Заботились о вас. Давайте пока время есть еще поговорить. Виталий. Нет, без комментариев. Все. Что вы делали 2 мая на Греческой? Я не был на Греческой, я еще раз вам говорю. Ну нет судей, в чем проблема? Том, Почему не могу с ним поговорить? Почему? Вы не можете, без Да судьи чего с вы ним никто не взяли? может Да, конечно. разговаривать. Виталия. А вот. И он делал честное признание. Это все, что я знаю. Но знаю о том, что сказать все. Да, Что для меня это первый раз. Может, спросите, волнует. Когда мы пришли, то есть он сидел, и нас спрашивают, ну, что ты хочешь сказать? Он говорил, что сам он западной Украины, где-то, вот, и он ездил на заработки в Россию. В России познакомился с каким-то мужчиной, и мужчина сказал, что, ты знаешь, у меня, говорит, там родственники на Украине. И если будешь ехать в следующий раз на заработки, то, ну, когда ты будешь связываться, ты будешь нам что-то привозить, ну, за это будешь какие-то там деньги получать. Ну, за доставку, я так поняла. Ну, Виталий так меня согласился. То есть, ну, заниматься, в принципе, так. Через время как-то Виталий сказал, что ему позвонил мужчина и сказал, что, ты знаешь, мне там нужно, чтобы там забрать какой-то там посыл. То есть, может, будешь ехать в Россию? Да. Он вышел на какую-то трассу, его посадили в микроавтобус, еще кто-то заполнил темно-синего цвета. Вот. И на голову одели мешок и увезли в неизвестном для него направлении. Его высадили в каком-то таком заброшенном то ли колхоз, то ли здание, то ли завод, это был какой-то заброшенный, на периметре которого были люди, 4 человека с оружием. И каждый день с ними работали психологи, они занимались, изучали какие-то там, как правильно опираться в доверие, как нужно правильно навязывать свою точку зрения, как нужно подавать себя правильно. С ними работали, еще занимались там, боевыми мастерствами. Он говорит, что на этой территории были женщины, то с ними, ну, я спросила, можно им задать вопросы, потому что, ну, он говорит, да, были женщины, но мы с ними не общались. Он говорит, говорит, спасибо. Вот. После этого говорит, что нам сказали, что за это будут давать деньги, и это все нам пригодится чуть-чуть попозже. Я задала вопрос, Виталий, а вы понимали, что вы делаете? Он говорит, да, я понимал. А вы понимаете, что ну, это была вербация? Ну, он говорит, да. И после этого я уехал домой. Через время мне позвонили и сказали, что он должен быть на Майдане у нас в Киеве. Если не ошибаюсь, это было в 20-х числах. Он приехал туда на Майдан, и ему сказали, ты должен втереться в доверие. Значит, декабря. Ну, не знаю, что минуту. Февраля. Это был февраль, по-моему, говорит. Вот. И сказала, что ты должен втереться в доверие и снять сотника, 22-й сотни. Я почему так запомнила, потому что все это, так, знаете, на душе лежало, это мы все видели. А что такое снять? Ну, дискредитировать. Ты должен сделать так, чтобы его сняли. Вот. Ты должен, ну, вступить в эту 22-ю сотню и сделать все для того, чтобы его сняли. И с его слов он говорил, что я делал все, чтобы, ну,
всякие пакости делал, наговаривал, что у них было, понимаете, то ли вражда между ними такая вот, между сотней и главным сотником, да, и чтобы его сняли. В конце концов, говорит, я добился этого, его сняли. Он еще говорил, что ему периодически поступали звонки, были такие, что неизвестные номера, и он должен был говорить все, что происходит. За что через некоторое время он получал деньги на карточку. А вот потом он сказал, что на Майдане он встретился с кем-то Дмитрием, ему дали оружие, пистолет. Вот, и потом, по-моему, уехал домой. Потом ему позвонили и сказали, что тебе нужно быть в Одессе. Он говорил, что когда он, по-моему, когда он ехал туда, ему позвонили на телефон и сказали, что кто-то из самообороны убежал, по-моему, 2 человека. И когда он ехал в Одессу, он увидел, узнал каску и бронежилет. Такового, я так поняла, он людей не знал, кто убежал. Он знал просто, что это была самообороновская каска и бронежилет с этой самообороны. И говорит, что в целях того, чтобы он так больше не делал, не бросал блокпосты и все остальное, вот я решил его воспитать. Я задала вопрос, как? Я сделал вновь. После этого, говорит, я когда приехала в Одессу, ко мне подошел мужчина и сказал, что я знаю, что ты был в тренировочном лагере, и у тебя есть, это правильно сказать, наверное, позывной, не позывной, по-моему, 232. И я знаю, что ты там был, и тебе есть новое задание. Ты должен быть в Одессе и спровоцировать конфликт. Я спросила, что значит провоцировать конфликт. Он говорит, я должен быть на стороне проукраинских ребят и делать все, чтобы была стычка. Я опять не поняла. Я спросила, говорю, что значит стычка и как это звучит, в чем заключается провокация. Он говорит, я стрелял со стороны украинских активистов. У меня было очень много вопросов. Я говорю, для чего ты это делал? Ты же понимал, что ты делаешь. Он говорит, да, я понимал. Вот и секунд. И, в принципе, время много прошло. Вы понимаете, что... Пожалуйста, попробуйте. Перед заданням питання свідка прошу трошки змінити порядок, оскільки це свідок обвинувачення, то наступна свідка я також прошу, щоб допит почав я саме прокурор, тому що це свідок обвинувачення, відповідно до вимог КПК. Звонили, я рассказывал эту информацию, что происходит, где что стоит, как где лежит и что делает. Эту информацию он сдал по телефону, после чего он получал деньги, а потом ему позвонили, он сказал, по-моему, он сказал, что я все сделал, вот, что сотника сняли. Потому что он сказал, что у меня все получилось, у меня получилось дискредитировать сотника, и сотника сняли. Он хотел стать, насколько я поняла, он хотел стать на его место, на место этого сотника, 22-й сотни. Ну вот как-то так. Вы мне... Скажите, пожалуйста, вот когда ему, вы указали, что перед ним поставили задачу выехать в город Одесса, вот непосредственно в чем была сущность поставлена перед ним задачи, какие события, какие действия он осуществлял, находясь как бы на митингах в городе Одессе. Он сказал, что он был на стороне проукраинских активистов. Задание у него было такое: спровоцировать конфликт между проукраинскими активистами и другой стороной. А я у него спросила, что значит провоцировать, он делать все, чтобы была заварушка. Я говорю, что ты делал? Я стрелял. А я говорю, подожди, ну ты же понимал, какое число? А он мне сказал, что, я говорю, ты понимал, что ты выбираешь определенную цель? Он говорит, нет, я не выбирал определенную цель. Мне нужно было сделать все, чтобы это все произошло. Он сказал, что
Это было на майские. Это было на майские праздники. Это было... Скажите, стрелял он представителей пророссийского митингующего? Нет, он сказал, что проукраинских стрелял. Со стороны проукраинских стрелял. Скажите, рассказывал ли он более детально о том случае, когда он выявил как бы людей в бронежилетах самообороны, и по поводу, в чем как бы состояло воспитание, почему он так делал? Ну, насколько я помню, он говорил, что ему позвонили и сказали, что с какого-то блокпоста убежали ребята. Скажите, пожалуйста, вот когда непосредственно вас привели сотрудники милиции, вы увидели первый раз Алексюка. Скажите, пояснили вам сотрудники милиции, с какой целью вы там находились, в каком как бы непосредственно положении находился Алексюк, имелись ли на нем какие-либо телесные повреждения? То есть, видно ли было по нему, что на него оказывали психологическое либо физическое воздействие? Ну, нам сразу сказали, что человек хочет дать чистосердечное признание. Вот, когда мы пришли, он сидел, абсолютно, он даже шутил с нами. Никаких каких-то там, синяков, ссадин я не видела. Было такое, что он даже шутил, и говорю, ты же мог уйти? Ну, там мог, вот как-то он и шутил, и он был абсолютно здоров, без ссадин и без побоев. Я не видела, что там был запуган чем-то или еще как-то. Я не могу так сказать. Скажите, пожалуйста, вот в процессе добровольного пояснения, с ваших слов, показаний Алексюка, непосредственно в моменте своего рассказа о его нахождении в Российской Федерации, что он пояснил по поводу того, что человек, который предлагал ему заработок, то есть в чем этот заработок состоял, каким образом ему будет производиться оплата? Он сказал, что ты должен собирать всю информацию, которая вот мы тебе даем задание, ты собираешь информацию о том, где ты находишься. И рассказываешь это людям, которые тебе будут либо звонить, либо приходить к тебе, либо тебя будут находить. Вот, я первый раз не поняла, почему так, но когда он рассказал потом, что подошел мужчина и сказал, что я знаю твой позывной, да, я поняла. А сказал, что ты должен собирать информацию, то, что так сейчас происходит в Украине, это неправильно. И я, если честно, я у него спросила, а ты поняла, что это вербовка? Да, я понимала, что это вербовка, и знала, что это была Российская Федерация. Он еще тогда сказал, а как ты узнал? Говорит, сразу был ясен акцент, а потом они мне сказали. Скажите, пожалуйста, вот о вопросе его рассказа по поводу его нахождения в тренировочном лагере. Пояснял ли он, какие перед ним ставили задачи, то есть люди, у которых он находился, пояснял ли он, была ли у него возможность убежать с этого лагеря, и почему он там продолжал находиться, в чем состояла тренировка, и непосредственно какие инструктажи, какие задачи его